Всем привет, на связи Андрей. После голосования на тему, какого рода видео вы хотели бы увидеть на моем канале, вы большинством голосов выбрали АЦЦ. Поэтому продолжаем. По классике жанра скажу спасибо всем, кто подписался, поставил палец вверх или написал коммент. Для меня это своего рода ваш отзыв или мнение, насколько полезным или интересным было мое видео. Спасибо. В данном видео хотел бы рассказать о методах или приемах обгона и защиты своей позиции, о базовых правилах, которые нужно знать и им следовать. Я, как и вы, все еще нахожусь в процессе обучения. Узнаю что-то новое, пробую, экспериментирую, поэтому поделюсь с вами тем, что уже сам знаю. Помимо этих классических техник существуют и другие, которыми пользуются профессиональные гонщики. Но я про них знаю крайне мало, по крайней мере на данный момент. В самом начале хотел бы поговорить о влиянии скорости и реакции пилота на торможение. Это будет важно, когда я буду говорить, что тормозить надо чуть раньше или чуть позже. Итак, если вы затормозите на 0,1 секунды позже на скорости 280, то ваш автомобиль пройдет за это время 7,7 метра, а это фактически 1,5 корпуса автомобиля. На скорости в 250 за 0,1 секунды автомобиль пройдет около 7 метров и так далее. Таблицу зависимости пройденного расстояния от скорости вы можете увидеть на экране. А теперь перейдем к базовым правилам с моими личными мыслями. Первое. Не доводить до контакта. Это вопрос, который нужно задать себе. А стоит ли оно того? Если нагоняющий вас соперник имеет намного более быстрый темп, почему бы его просто не пропустить? Неплохое начало, скажете вы. Вот так посоветовал. Но здесь надо взять в расчет пару факторов. Первый говорит о том, что в борьбе вы потеряете время, и этим могут воспользоваться ваши соперники, которые едут приблизительно в вашем темпе за вами. Второй – это возможность слипстрима и изучение, как этот соперник проходит повороты, своего рода обучение. Третий, но не менее значимый – это взаимоуважение. Вы оба гонщики, пришли погоняться, получить удовольствие, поэтому не нужно друг друга этого лишать. Возможно, он более опытный, или его настройки позволяют ему ехать стабильнее и быстрее. Не доводите до контакта. Не лишайте себя и его возможности погоняться. Увернуться от контакта в ситуации, когда вы просто промахнулись с торможением, добавит вам плюс 10 в карму. Ну и давайте не будем забывать еще тот факт, что все мы не роботы, и, возможно, дальше он ошибется, и вы его обгоните. Взаимоуважение и соблюдение правил – это то, чего каждый из нас хотел бы видеть в жизни. При защите позиции запрещено смещаться с гоночной траектории более одного раза. Третье. Если вы выбили соперника, то обязательно его пропустите вперед себя. Если нет такой возможности, к примеру, соперник застрял в гравии или находится в плотном пелотоне, вы можете продолжить гонку и пропустить его, если он вас догонит. Четвертое. Пилотам, которых развернуло в пелотоне или которые попали в завал, необходимо оставаться на месте и не двигаться. Сначала пропустить проезжающих соперников, потом разрешено делать маневры для разворота. Пятое. Если обгоняющий пилот во время обгона до апекса в любой точке успел въехать в вашу базу, то есть в корпус ваш, то обгоняемый должен оставить достаточно места обгоняющему внутри его, снаружи поворота. Внутренний поребрик считается частью трассы для определения достаточности места. Обгоняющий пилот имеет преимущество во время обгона,
и имеет право выдавливать обгоняющего на внешний поребрик, но только в случае, если в момент выдавливания его переднее колесо было впереди переднего бампера обгоняющего. Если же он не опередил в процессе обгона и прохождения поворота на такую дистанцию, то выдавливать на внешний поребрик нельзя. Выдавливать полностью за пределы трассы нельзя ни в каких обстоятельствах. Здесь мой совет. Оцените, насколько безопасно для вашего здоровья это делает ваш соперник. Возможно, он очень сильно промахивается, или недостаточно профессионален, или чрезвычайно агрессивен. Оставьте чуть больше места, чтобы не допустить контакта с ним и сохранить свою машину в строю. Я не советую это делать в каждом повороте, я лишь говорю о конкретных ситуациях. А теперь давайте перейдем к базовым советам. Первое. Будьте терпеливы. Впереди 10, 20, 30 и так далее кругов. Используйте их мудро. Используйте первые круги для того, чтобы установиться на позиции, войти в ритм и отсюда стройте свою гонку. Вы начнете догонять более медленных пилотов, а более быстрые начнут уезжать от вас. Второе. Это так называемые герои первого круга. Вы квалифицировались неудачно или вообще стартуете без квалификации и собираетесь отыграть сразу тонну позиций на первом круге. Так, поехали, зеленые огни, вы стартуете, первый поворот, первый круг, позднее торможение, проходите двоих. Нет! Вы убиваетесь сами и прихватываете с собой в ад еще 5. Это прямой путь к потере друзей на треке. Сделайте себе одолжение и подавите этот импульс. Третье. Внутренняя траектория. Защита внутренней траектории является классическим вариантом как для защиты, так и обгона. Этот метод подразумевает смещение автомобиля на более внутреннюю траекторию, то есть смещение в сторону поворота. Делая такой ход, мы пытаемся пройти меньший путь в повороте, то есть по меньшему радиусу, и заставляем нашего соперника принять более длинную траекторию. При этом необходимо убедиться, что мы нормально попадаем на апекс и выйдем из поворота с достаточно хорошей скоростью. Четвертое. Это дайв-бомбинг, или, как я это называю, неуправляемый снаряд. Вы спросите, что это такое? Это когда вы пытаетесь совершить обгон на позднем торможении, при этом вы позади соперника на корпус машины или более. То есть вы понимаете, что вы очень сильно пропускаете свою точку торможения, просто держась за одну цель, что я его сейчас в последнем торможении вот переторможу, вот все. В итоге ваш соперник уже будет входить в поворот, когда вы все еще будете пытаться оттормаживаться. И прощальный поцелуй своему рейтингу безопасности. И это второй прямой путь к потере друзей на треке. Пятое. Выход на большей скорости из поворота перед прямой. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы обойти пилота на прямой? Ответ вроде прост. Необходимо выйти на большей скорости из предыдущего поворота, ведущего на достаточно длинную прямую. На мой взгляд, именно это или только это позволяет совершить безопасный и чистый обгон соперника. Шестое. Поворот, идущий после прямой и выходящий на достаточно длинную прямую, позволит вам подготовить атаку заранее с целью вынудить соперника зайти в поворот по оборонительной траектории, то есть не оптимальной, занимая внутреннюю часть трассы, что скажется на скорости выхода из поворота, ведущего как раз на ту прямую, где мы собираемся его обойти. Если же обороняющийся пилот закрылся, то есть мы в роли обгоняющего, то, возможно, имеет смысл удержаться на внешней траектории короткого поворота, если, допустим,
за коротким правым поворотом следует левый поворот. Если же это двойной правый, в одну сторону поворот, скажем так, или длинный правый, то лучше отступить. Соперник наверняка предпримет для обороны более позднее торможение, что скажется на его темпе в будущем. Нам же надо готовиться к атаке в следующем повороте или на следующем круге. 7. Предсказание поведения вашего противника. Нужно попытаться приугадать действия вашего оппонента, что он может делать, что он будет делать, и попытаться представить разные варианты развития событий, чтобы быть к ним готовым. Это про то, когда вы заранее готовитесь к чему-то, и когда вы готовы что-то услышать или увидеть, вы даете более вразумительный ответ, нежели оказавшись врасплох. Предугадывайте, как он может действовать. Представляйте в своей голове разные ситуации и варианты. И тогда вы будете более подготовлены к тем самым вариантам развития событий. Еще хотелось бы добавить, что нужно иметь холодную голову и не вестись на давление и показушную агрессию. Стараться держаться и вести себя спокойно. Настолько, конечно, насколько это возможно. Честно признаться, я вот этим правилом пользуюсь в обычной жизни. 8. Это ложные маневры. К примеру, вы бы хотели оказаться на внешней траектории в связи с тем, что за ним следует еще один поворот, и вы выходите из него быстрее или в силу каких-то других предпочтений, то перед поворотом до этапа торможения сместитесь на внутреннюю часть трека. Возможно, ваш соперник сместится, и вы получите свою желаемую внешнюю траекторию, вернувшись обратно. Обороняясь, следите за расстоянием между вами и вашим оппонентом. Если он достаточно далеко и движется в вашем темпе, следуйте вашему стилю прохождения поворота. Примеры поворотов и классические техники. Занятие внутренней траектории является классическим вариантом защиты и обгона. Но я предлагаю рассмотреть более детальные ситуации, когда это невозможно, или когда вам это не подходит, или какие-то нюансы, скажем так. Первое. Поворот типа шпилька. Давайте поговорим о том, если вы находитесь в положении обгоняющего, и ваш соперник не дает вам воспользоваться внутренней траекторией. В такой ситуации вы можете начать тормозить чуть позже и проехать чуть-чуть дальше по прямой и совершить более поздний апекс. Данная ситуация даст вам возможность стать на газ раньше, то есть открыть газ раньше, и тем самым после выхода из поворота на прямой у вас будет более высокая скорость, и вы просто нагоните вашего соперника на прямой. Но что делать, если соперник так сделал, а вы находитесь, скажем так, в позиции обороняющегося? На каждую хитрость будет своя. Просто ее нужно знать или придумать. В данной ситуации, если ваш соперник дышит вам в спину, вы можете на выходе слегка отпустить газ, чтобы, так скажем, немножко поумерить его темп. Таким подходом, кстати, пользовался Кулхард. Второе. Поворот 90 градусов. Если вы обороняетесь, снова защищаем внутреннюю траекторию, но при этом местоположение вашего соперника важно. Если его переднее колесо будет впереди вашего заднего, вы должны оставить ему место на выходе, и тем самым он может пройти по более внешней траектории. Иначе это будет считаться, что вы его вытолкнули, ну и по факту это не спортивное поведение. Если его переднее колесо слишком далеко от вашего заднего, он может перекрестить траекторию, притормозив чуть раньше, и тем самым попадет на поздний апекс, раньше откроет газ, ну и все мы знаем, чем это закончится на прямой.
Идеальная ситуация – это когда ваше заднее колесо на уровне, грубо говоря, переднего соперника. Тогда, скорее всего, он не сможет перекрестить и не сможет пройти по внешней. Выбирая внутреннюю траекторию, вы должны быть уверены в том, что вы попадаете в поворот, то есть в своей точке торможения. И поскольку, занимая внутреннюю траекторию, вы уже немного уходите с оптимальной, самой скоростной траектории, вам придется притормозить чуть-чуть раньше, чтобы вы все-таки оказались внутри поворота, не вылетели из него и нормально из него вышли. Если вы догоняете и ваш соперник занял внутреннюю траекторию, соответственно, вам остается только внешняя часть. Обратите внимание на ваше положение относительно соперника. Если вы далеко, притормозите чуть раньше, чтобы раньше открыть газ. Если ваше переднее колесо было на уровне его заднего, то у вас преимущество в том, что вы сможете открыть газ раньше. А дальше, как вы думаете, что? Более высокая скорость на выходе. Поехали дальше. Третье. Связка поворотов. В данной ситуации скажу одно. Всегда думайте о том, как выйти из последнего поворота, перед которым следует прямая с максимальной скоростью. В связке обогнать очень сложно или крайне рискованно, поэтому выйдите из последнего поворота с большей скоростью. Если вы защищаетесь, то постарайтесь перед последним поворотом, ведущим напрямую, слегка притормозить вашего соперника. Если он находится прямо за вами, естественно. Отпустив просто немного газ. Не надо тормозить, просто приотпускаем газ и, возможно, он почувствует, немножко как подупрется в вас, потому что ему деваться будет некуда, и тем самым его темп может сбиться. Но это не всегда работает. Но об этом нужно знать. Ну вот как-то так. Подведем итоги. В этом видео я рассказал о базовых стандартных техниках обгона и защиты своей позиции. Все зависит от конкретной ситуации, от темпа, опыта и опыта. Ни для кого не секрет, что у каждого великого пилота есть свои секреты, практики и методы. Для меня очень интересно посмотреть борьбу в Формуле 1, поскольку там действительно очень опытные гонщики. И у каждого за плечами колоссальный опыт практически с детства, а у кого-то прям реально с детства. Свой какой-то отработанный, уже давно откатанный стиль и свои секреты. Я вам желаю найти свой, который приведет вас к победе в чистой борьбе. Возможно, я где-то ошибся, какие-то важные моменты упустил, всякое бывает. Если так, то прошу меня поправить в комментах. Мы все станем только образованнее. Как я уже говорил, аргументированная критика – это двигатель прогресса и собственного роста. А в конце хотелось бы сказать вам огромное, ребят, спасибо за просмотр, за то, что вы пишете комментарии. Продолжайте в том же духе. Еще большее количество людей увидит наши видео. Берегите себя и до новых встреч!